Лун Хао Чень смог воскреснуть благодаря помощи Эликса и Сердца Вечности. Цаер стала ученицей святого некроманта и получила в наследие Башню Вечности. Более счастливый исход трудно и представить. А ведь лишь недавно показали смерть Лун Хао Ченя, и мы думали, как же все обернется. Сможет ли Лун Хао Чень вернуть все свои силы? А также, что касается Хао Юэ, он вернется? Это интересный вопрос, но мы его рассмотрим чуть позже. Если честно, Цаер получила даже больше всего, чем Лун Хао Чень. Ранее у нее не было никаких дел с Эликсом до того дня, когда Лун Хао Чень был убит богом-императором Фэнсю. Она не думала, что в конце концов унаследует большую часть власти Эликса. Хотя сила некроманта не была передана ей, но мощная энергия смерти, хранящаяся в вечной мелодии, а также сама Башня Вечности были лучшими инструментами культивирования. Эликс попрощался с Лун Хао Ченем и Цаер. Он сказал, что если бы хотел, то уже давно стал бы богом. Кстати, вот уже анонсировали фильм про Эликса, который совсем скоро выйдет, 30 апреля. В нем нам покажут всю историю Эликса от самого начала, когда он был сыном света, и что привело к становлению некромантом и бедствием. Будет очень интересно ближе познакомиться с этим персонажем. Итак, Эликс использовал косу бога смерти Цаер, чтобы полностью очистить себя. Его душа оставила мощную белую энергию, которую впоследствии смогли поглотить Цаер с товарищами. Ее уровень моментально достиг пика 8 ступени, а еще спустя некоторое время 9. Лун Хао Чень все еще сидел и медитировал. Сердце Вечности вошло в его тело, заняв место его собственного сердца. Когда сердце Лун Хао Ченя было разрушено императором Фэнсю, духовная сила в его груди была фактически разбита вдребезги. Прямо сейчас, даже если бы он вернулся к жизни, все его культивирование, можно сказать, нуждается в перезапуске. После того, как сердце Вечности слилось с ним, оно сразу же стало точкой соединения между всеми другими духовными полостями. Светлая энергия плавно текла через все тело Лун Хао Ченя, восстанавливая его первоначальное развитие. Этот процесс восстановления был пройден довольно быстро и уже закончился к тому времени, когда Цаер вернулась с друзьями на 7-й этаж Башни Вечности. Когда духовная энергия Лун Хао Ченя вернулась на уровень 8 ступени, в его теле начали происходить огромные изменения. Сердце Вечности действительно было наполнено чрезвычайно чистой светлой эссенцией и использовало кровеносные сосуды предыдущего Сына Света, то есть Эликса. Лун Хао Чень тоже был Сыном Света, поэтому слияние прошло практически идеально. И во всем этом процессе духовная энергия Лун Хао Ченя продолжала расти. Во время реконструкции произошли большие изменения. Самое большое и самое прямое изменение заключалось в цвете. Сердце Вечности Лун Хао Ченя было золотистого цвета, без малейшего красного оттенка. Ребята, нашел для вас топовый сервис, который реально облегчает жизнь всем владельцам PlayStation и Xbox. Если вам нужно пополнить счет, купить подписку PS Plus, Xbox Game Pass или даже игру, Купи-код справится с этим быстро и по лучшей цене. Сам уже проверил. Заходим на сайт, выбираем нужную подписку или сумму пополнения, вводим данные, применяем мой промокод KINOMIX и получаем дополнительную скидку 2%. Оплата проходит моментально, а подписка или деньги сразу появляются в аккаунте. Купи-код работает уже несколько лет, у них более 25 миллионов успешных пополнений, поддержка 24/7, все максимально прозрачно, доступно даже в Турции, Украине и Индии. Ссылка на сайт и мой промокод в описании и закрепленном комментарии. Экономьте на играх и подписках уже сейчас. Несколько дней каждый член команды Лун Хао Ченя находился в состоянии глубокой культивации. Энергия в Башне Вечности была действительно слишком чистой, слишком массивной и могла значительно увеличить силу всей команды. Когда сердцебиение возобновилось, мощная сила мгновенно прошла через все тело Лун Хао Ченя. Увеличилось не только количество его маны. Слияние двух великих тел Сыновей Света заставило врожденную духовную энергию Лун Хао Ченя поднять изначальный предел. Теперь это число превышает 120. Другими словами, Лун Хао Чень не просто наследник света, он стал воплощением света. Его световая сущность мало чем отличалась от силы Божьего нисхождения богини света. Никто не сравнится в чистоте с его светом в этом мире. Что касается его маны, Лун Хао Чень обнаружил, что, как ни удивительно, внутренняя духовная энергия в его теле сумела пробиться через 100 000.
Да, это соответствует легендарному 9 уровню. Лун Хаочень стал божественным рыцарем, но, к удивлению, он не испытывал ни малейшего чувства прорыва. А все дело в том, что эти 100 тысяч духовной энергии наполняли одно только его сердце вечности. Сперва он не сумел по-настоящему достичь 9 уровня, хотя его сила перевалила через 100 тысяч. Просто для осуществления прорыва с 8 на 9 шаг необходимо создать 10-ю духовную полость, следующую за 9-й. На практике его духовные полости все еще не достигли этого количества, только его духовная энергия прорвалась. Это чудо было связано с сердцем вечности. С ним вместимость силы была не 100 тысяч, а 160 тысяч. Таким образом, хотя его духовная энергия прогрессировала, его стадия развития еще не увеличилась. Вы только представьте эксперта на 8 уровне, но с силой 160 тысяч духовной энергии. Когда сердце вечности Лун Хаоченя запульсировало, его объем духовной энергии достигал полных 160 тысяч. Его стадия развития все еще была на 8 ступени, но его уровень силы полностью достигал 9 ступени, только не хватало некоторых формальностей. Можно сказать, по силе он даже превосходил 9 уровни. Сердце вечности, подаренное ему Эликсом, не только увеличило его запас духовной энергии, но и ускорило процесс ее поглощения. Он мог впитывать энергию в разы быстрее других. Это значило, что пробиться на 9 уровень – вопрос лишь времени. Когда сердце Хаоченя восстановилось и заработало в полную силу, это повлияло на всю башню вечности. Количество чистой энергии в ней резко возросло. Остальные члены его команды тоже начали быстро усиливаться, но вскоре столкнулись с преградой. Духовные полости достигли предела, и дальше расти стало труднее. Энергии хоть и было много, но создание новых полостей требовало понимания и работы. Здесь никакие внешние ресурсы не помогали. Тем не менее, даже с таким замедлением прогресса, их культивация в башне была намного быстрее, чем снаружи. На самом деле, Лун Хаочень, Цаер и товарищами задержатся в башне вечности на целых 4 года, согласно оригиналу. Все в храме рыцарей и ассасинов уже начали беспокоиться о команде Лун Хаоченя, но когда они вернулись, то поразили всех новой силой. Лун Хаочень 9 уровня, Цаер тоже 9 уровня. Это просто поразительно. Хао Юэ, питомца Лун Хаоченя, тоже мельком упомянули. Что с ним случилось, где он находится и вернется ли, мы рассмотрим в следующих видео. Поставьте, пожалуйста, побольше лайков под этим видео, а также подписывайтесь на мой официальный телеграм-канал Киномикс. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайк и всем пока.